Задумывались ли вы о том, почему мы тупеем? Нет, я серьезно. Вы заметили, что последнее время вам тяжелее концентрироваться на привычных вещах? Вы стали забывчивы, и жизнь ощущается гораздо быстрее. Что произошло? Наши ежедневные действия определяют, как мы будем себя чувствовать, как мы будем мыслить и как будет функционировать наше тело и мозг. Волшебной таблетки, которая бы исправила и улучшила нас, к сожалению, не существует. Но есть действия, о которых многие из нас забывают и игнорируют. А ведь они целиком влияют на нас. И привнести их в свою жизнь не так уж и сложно. Но почему такое происходит? У мозга снижаются когнитивные способности, то есть и наш ум, наше внимание и наша память, когда он не получает нового, интересного, или когда ему просто не хватает кислорода. А часто ли мы ему это даем? К сожалению, нет. Дело в том, что малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление быстрого и в основном развлекательного контента, который не требует длительной концентрации, отсутствие спорта и в целом вредный образ жизни снижает количество серого вещества в мозгу, а тот и отвечает за такие важные процессы. Потому нам тяжелее запоминать информацию, тяжелее концентрироваться на чем-то, и в конце просмотра видео мы уже ничего из него не помним. И время ощущается гораздо быстрее, поэтому мы и задаемся вопросом, как это уже год прошел. В общем, из-за чего мы тупеем? Из-за переизбытка контента, низкой концентрации, малого потребления новой и сложной информации, над которой необходимо подумать, ее проанализировать, и обучения в целом, а также от окружающей среды и недостатка чистого воздуха и активности. Так давайте это исправлять. Первое. Всегда проветривайте комнату, а в идеале так вообще постоянно держите окно открытым, особенно в квартире. Нашему мозгу нужен кислород, а чем дольше мы находимся в помещении, тем выше в нем концентрация углекислого газа. А теперь представьте, если это большая аудитория с большим количеством людей, так еще плохо проветриваем. По исследованиям, концентрация углекислого газа напрямую связана с нашей продуктивностью и мышлением. Если мы находимся несколько часов в аудитории, в школе, в университете, в офисе или просто в магазинах и торговых центрах, где постоянно закрыты окна или очень плохая вентиляция, продуктивность может снизиться наполовину, а наши когнитивные способности на треть. И это если мы говорим не про самые высокие показатели. Несколько часов на лекции в закрытой аудитории может снизить когнитивные способности больше, чем наполовину. В общем, если мы слишком долго находимся в помещении и не бываем на свежем воздухе, мы постоянно вялые, ленивые, хуже запоминаем и просто очень сильно тупим. Но также на это влияет и качество воздуха. Если мы живем в грязном городе, рядом с источниками выбросов вроде дорог или заводов, то даже открытое окно не станет спасением. Поэтому жить лучше за городом, рядом с парками, либо просто чаще гулять, работать и отдыхать на природе. Наверное, вы и сами замечали, что прогулка на свежем воздухе заряжает вас энергией. Поэтому, если вы работаете или чему-то обучаетесь, делайте это с открытым окном. Держите свое рабочее место рядом с окнами или на балконах. А если вы живете в городе, то купите хороший очиститель воздуха. Ведь концентрация вредных веществ в квартире, что также влияют на нас, обычно сильно выше, чем на улице. И ни в коем случае не допускайте дней, когда вы не бываете на улице вообще. Несколько лет такой жизни, и вы каждый день вялые, очень забывчивые и глупые. Или вовсе работайте или учитесь в парке на открытом воздухе. Так вы дольше будете оставаться энергичными, и информация будет лучше усваиваться. Особенно это полезно, когда вы изучаете что-то новое, вроде нового навыка или профессии, что требует погружения в материал. Но под чутким контролем преподавателей это делать еще проще. Думаю, вам нравится анимация в моих видео. Она лучше всего объясняет сложные вещи. Делают такие анимации моушн-дизайнеры, а у них ограничений ни в творчестве, ни в доходе нет. Можно работать на крупную компанию, а можно брать заказы на фрилансе и работать с крупными брендами. Такому обучают в крупнейшей профильной школе дизайна Contended. Плюс школы в том, что авторы курсов и менторы школы — это дизайнеры с огромным опытом и багажом знаний, готовые поделиться ими с вами. Обучение ориентировано на практику, где 80% обучения вы будете выполнять реальные задачи и создавать свое портфолио, находя работу уже во время обучения. И даже пройдете стажировку в анимационной студии Artman. А еще познакомитесь с 7 самыми распространенными инструментами моушн-дизайнера. Contended поддерживает уникальную дружескую атмосферу в сообществе учеников, а карьерный центр помогает каждому студенту найти работу или выйти на фриланс, помогая с резюме и подготовкой к собеседованию. Отдельная фишка — разные тарифы обучения, включая VIP-тариф с индивидуальными консультациями от опытных дизайнеров, считайте репетиторство. И если хотите стать частью мира дизайна, что становится с каждым днем востребованнее, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. И не забывайте промокод Альберт для скидки 45% на обучение. Все приходит с опытом. Опыт приходит с Contended.
Второе. Хорошо спите. Ведь если говорить о важности кислорода, недосып может усугубить все проблемы как в организме, так и усилить влияние пагубных факторов из внешней среды. Даже небольшой недосып приводит к нарушению кровообращения, а если спать всегда плохо, то вы рискуете сократить себе срок жизни на несколько лет. Поэтому сформируйте режим, которому всегда или большую часть жизни вы бы придерживались. Очень важно, чтобы вы получали то количество сна, которое требует ваш организм. Ведь именно во сне происходит все восстановление и очистка организма. А если вы ложитесь и просыпаетесь в одно и то же время, это создаст привычку для организма, и вы продлите особенно важные фазы сна и сократите время вашего засыпания. И да, обязательно делайте это с открытым окном или иным видом вентиляции. Не забывайте про увлажнитель и очиститель воздуха, ведь то, чем мы дышим во время сна, определяет то, насколько мы восстановимся. И третье, чаще бывайте на природе, но не просто сидите на лавочке в парке. Наше тело очень чувствительно к нашей внешней среде. Постоянное излучение, электричество и все на свете, чего мы не видим, но что нам незаметно может вредить. Наш образ жизни нарушает наше нормальное кровообращение, а о количестве источников стресса я вообще молчу. И это для нашего мозга не проходит бесследно. Самой простой и очень приятной практикой можно назвать граундинг. Суть ее проста. Ходите босиком по земле и траве, где это возможно и безопасно. В парках, во дворах, на даче у бабушки и так далее. Все вокруг — это энергия, и мы всегда и везде ею обмениваемся. И когда мы ходим по земле на природе босиком, мы снижаем напряжение в теле, снижая общий стресс. А так как происходит массаж стоп от соприкосновений с поверхностью, улучшается кровообращение во всем теле. А это улучшает работу внутренних органов, в том числе и мозга. И если делать это регулярно, то можно избавиться от многих зажимов и застоев в организме, снизить отечность и в целом сделать вас бодрее. И формально умнее. Но также под граундингом подразумевается и практика нахождения лежа на поверхности. Поэтому почаще устраивайте пикники на природе и лежите в свое удовольствие. Но если не позволяет погода или местность, то почаще просто лежите на полу. Это, конечно, не то же самое, но 15 минут лежа на полу может улучшить кровоток и снизить стресс, что можно назвать своеобразной медитацией. Четвертое. Избавьтесь от стресса. Чем больше стресса в жизни мы испытываем, тем быстрее стареет весь наш организм, и тем сложнее работать мозгу. Ведь зачем ему запоминать что-то новое, когда он в постоянном стрессе от старого? Старайтесь либо исключать источники стресса, либо меняйте свой подход к ним. Ведь, как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. А зачастую наши переживания больше только в нашей голове. Поэтому навык находить позитивные стороны во всем и в целом позитивно мыслить жизненно необходимо прокачивать каждому. Ведь не забывайте, в каком быстро меняющемся мире мы живем. И включайте в свою жизнь больше источников полезного стресса. Это различные активности, спорт, контрастный или холодный душ. Лично я принимаю холодный душ уже на протяжении нескольких лет каждый день. И за это время мой иммунитет стал сильнее, и я стал гораздо спокойнее, стрессоустойчивее и счастливее. Пятое. Медитируйте. Различных способов и практик медитации большое множество, ровно как и исследований насчет их. А они говорят, что регулярные медитации снижают тягу к зависимостям, позволяют лучше определять и управлять своими эмоциями и снижают стресс. Но это если мы говорим про обыкновенные практики дыхания без всяких излишеств, которые у некоторых могут наоборот приводить к паническим атакам и обострению прочих расстройств. В общем, даже в такой полезной практике нужно быть аккуратным и подбирать все под себя. Различные исследования показывают, что у медитирующих в среднем за 8 недель регулярных практик увеличивается объем серого вещества в гиппокампе, области мозга, ответственной за память и обучение. То есть, формально, медитации увеличивают наш мозг и делают нас умнее. Ведь чем больше серого вещества, тем, можно сказать, пластичнее наш ум и стабильнее наше внимание. А вот зависимость от телефона, наоборот, снижает его количество. А потому шестое, боритесь с зависимостью от социальных сетей. Большинство из вас проводит в телефоне чрезмерно большое количество времени, а это не сулит ничем хорошим. Постоянный просмотр новостей и ленты увеличивает количество стресса, а просмотр быстрых видео снижает ваши возможности к длительной концентрации. Серое вещество у нас вырабатывается тогда, когда мы изучаем что-то новое, интересное и сложное. Когда то, что мы потребляем, имеет какой-то смысл или хотя бы элемент обучения. Но большинство из нас, особенно если говорить про молодое поколение, этого не делают вообще. Мы смотрим бессмысленные видео в социальных сетях, где образы и звуки меняются каждые несколько секунд. Совсем не фокусируемся и совсем ничего не потребляем. Мы об этом еще поговорим. Обязательно подпишитесь на канал и лайк поставьте, если хотите видео на эту тему. Безусловно, мемы могут быть очень смешными, но если в вашей жизни нет баланса, то через пару десятилетий такой
зависимости ваша жизнь сама будет похожа на мем, только очень грустный. Снижение количества серого вещества и приводит к тому, что нам сложнее концентрироваться на вещах, сложнее обучаться и сложнее что-либо запоминать, ведь наша нейропластичность сильно снижается. Мы привыкаем к ярким и быстрым образам и делаем себе таким образом только хуже. Чтобы восстановить концентрацию, применяйте все перечисленное. И 7. Включайте обучение новому в свою ежедневную рутину. Это можно делать и в формате видео, но книги гораздо эффективнее с этим справляются. Регулярные нагрузки на зоны мозга, задействованные в процессе чтения, поддерживают в рабочем состоянии нейроны, нервные клетки, из которых и состоит серое вещество. К тому же, регулярное чтение учит вас не отвлекаться каждые несколько секунд на разные образы и возвращает вам как привычное ощущение времени и, в каком-то смысле, контроль над вашей жизнью. Но при условии, если мы и в социальных сетях сидим меньше и читаем регулярно, и все изученное из обучающих видео или книг применяем на практике. Наш мозг создает нейронные связи, а они укрепляются только от повторения и получения нового жизненного опыта. Поэтому старайтесь советы применять на практике или детальнее их изучать, погружаясь в вопрос. Или, по крайней мере, обсуждайте и дискуссируйте о прочитанном. Например, в моем закрытом чате у нас проходило ежемесячное испытание, в котором задача была читать каждый день. И мы в чате обсуждали книги, делились цитатами и обсуждали содержание произведений, которые понравились нам больше всего. Можете присоединиться и к нам. Вас ждет очень дружное сообщество и доступ ко всем моим курсам. А также возможность поучаствовать в наших испытаниях по саморазвитию. Ссылка будет в описании. Ведь если мы просто посмотрели видео или прочитали книгу, не подкрепив полученную теорию долгими рассуждениями или практикой, действиями, то наш мозг это попросту забудет. И это ничем не будет отличаться от обычного развлекательного контента. И нет, это не значит, что от него нужно отказываться и запрещать себе развлекаться. Просто нужен баланс. Если человек не обучается, он тупеет. Это должно быть логичным и очевидным для всех. Если вы планировали в этой жизни хоть как-то состояться, то должны понимать, что только вы за это ответственны. 8. Больше занимайтесь спортом. Эффект у этого такой же. Исследования различных клиник показывают, что у людей, занимающихся спортом, было больше серого вещества и больше объем мозга. Но даже если исключить это, умеренные физические нагрузки влияют на организм исключительно с положительной стороны. А вот полное отсутствие нагрузок или их чрезмерное количество влияет негативно. Мы держим тонус в мышцах, у нас лучше выносливость, сила, координация и лучше кровообращение. А значит, все клетки, внутренние органы и мозг лучше насыщаются всем необходимым. Так что обязательно занимайтесь спортом каждый день, по крайней мере дома. А также больше гуляйте. Ведь, можно сказать, чем человек больше ходит, тем он дольше живет. 9. Не забывайте принимать витамины. Городской житель не получает большую часть того, что должен получать обыкновенный организм. А переработанная пища и загрязненная внешняя среда либо содержит мало полезных веществ, либо нарушает секрецию собственных. В идеале, чтобы список ваших лекарств вам индивидуально подбирал врач по результатам анализа, и выбор падал на проверенные компании. Однако, практически каждому человеку необходимо иметь в своем рационе либо разнообразную пищу, что закрывало большинство потребностей, либо принимать дополнительно важные добавки. Это витамины группы В, витамин D вместе с витамином К для лучшего усвоения, витамин Е, омега-3 и обязательно магний. Например, L-трионат, что больше воздействует на мозг. Магний можно выпивать вечером за ужином, а остальное за завтраком вместе с полезными жирами. И лучше, чтобы между ними был небольшой промежуток времени. Ноотропы — это добавки, которые улучшают работу мозга. Из самых проверенных и безопасных можно выделить гинкобилобу, радиолу розовую и L-тианин. А также к ним относится и кофеин, но с ним все индивидуально. Конечно, не стоит надеяться на витамины и добавки как на панацею. Как и во всем, они должны становиться нашим дополнением и помощником, а не заменой всего. Ведь если вы будете принимать ноотропы и надеяться, что они сработают, подобно волшебным таблеткам из фильмов, а на самом деле вы просто лежите на диване, никакого эффекта не ждите. И 10. Всегда стремитесь к новому и удивительному. Если вы каждый день находитесь дома, выходите на улицу только в магазин, в школу или на работу и очень много сидите в гаджетах, и в них потребляете только развлекательный контент, через несколько десятилетий вы будете иметь столько проблем со здоровьем и мышлением, которые некоторым старикам и не снились. Мы взрослеем, только получая новый опыт. Мы умнеем, только получая новые знания. Мы живем ради того, чтобы каждый день нас удивлял и делал лучше. Старайтесь свою жизнь делать насыщенной и интересной. Ведь это исключительно в ваших интересах. Даже с самым плотным графиком и самой сложной работой старайтесь находить дни, которые вы будете посвящать вашим хобби. Не бойтесь изучать что-то новое, не бойтесь идти на риск и не бойтесь жить. Ведь какой смысл нашему мозгу быть, если не насыщать его эмоциями, знаниями
и воспоминаний. И на тот случай, если вы уж забыли, о чем было это видео, я еще раз напомню. Дышите воздухом, открывайте окно, хорошо спите, почаще гуляйте на природе, побольше обучайтесь и читайте интересные книги, медитируйте, меньше стрессуйте, больше двигайтесь и больше живите. И подписывайтесь на канал, а также вступайте в мой закрытый клуб. Там еще больше полезного. Будьте счастливыми и умными. Всего хорошего.